Всем привет! Все больше людей выдвигают теорию, что наш мир является компьютерной симуляцией. И как полагается любой матрице, время от времени она дает сбой. И сегодня я предлагаю вам увидеть самые невероятные случаи возникновения ошибок в нашем мире. Если вы пойдете покорять горные вершины или будете кататься на лыжах или сноуборде, то случайно не попадите в параллельное измерение, через портал, который открывается в определенное время, когда солнечные лучи попадают на парящие частички льда и снега под нужным углом, что вызывает такое удивительное свечение. Выглядит так, как будто эта птица застряла головой в текстурах и не может пролететь дальше. Но на самом деле на улице просто сильный ветер, из-за которого кажется, что она зависла на одном месте. В отличие от этого самолета, который завис в одном положении, когда на небе нет ни облачка. Все дело в оптической иллюзии, из-за которой создается такой эффект, потому что автор этого видео едет на машине в противоположную сторону. И если присмотреться, то можно увидеть, что самолет все-таки движется. Но иногда в матрице происходят такие сбои, что вместо одного солнца может взойти сразу три. Такое оптическое явление называется гало, а возникает оно только в зимнее время благодаря скоплению ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте от 5 до 10 километров, за счет чего происходит преломление и отражение солнечных лучей. Пилот этого вертолета сломал систему и может взлететь на нем, не запуская основной винт. А включив только один звук его вращения, чтобы машина думала, что все работает исправно. Но если серьезно, такой эффект получается по принципу стробоскопа, из-за частоты съемки кадров на видеокамере, совпадающей с вращением винта. Поэтому на видео кажется, что он практически стоит на месте, когда на самом деле он вращается как обычно. А вот еще одно видео с точно таким же эффектом, но только уже с птичкой. Мне кажется, что мы все-таки находимся в симуляции, и нас окружают NPC-персонажи, которые время от времени дают сбой. Другого объяснения я этому не нашел. Одновременно все. Ну или это просто банальное совпадение, или все-таки нет. Кто знает, где взять такой прибор, который может остановить время для всех, кроме тебя? К сожалению, у оператора этого видео тоже его не оказалось, он просто попал на флешмоб манекенов. Но вот несколько случаев, которым я не нашел объяснения. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, может быть вы знаете, как это объяснить. Это тот случай, когда программист допустил небольшую ошибку в написании кода, и водопад начал литься вверх, а не вниз.
Но на самом деле тут также нет ничего необычного. Ветер в этой местности настолько сильный, что запросто может поднять вверх такое небольшое количество воды. А это видео было снято на видеорегистратор в полицейской машине. Когда они преследовали преступника, уходящего от погони, который всячески пытался запутать водителя, чтобы его не смогли поймать, в какой-то момент он съехал с дороги и направился на загороженную территорию, где проехал сквозь забор. Но когда полицейские подъехали ближе, то не смогли понять, как нарушителю удалось проехать сквозь заграждение, не поломав его. Но в ходе экспериментов все оказалось намного проще, чем можно себе представить, и никакой мистики здесь нет. А сегодня по прогнозу сильный дождь, сконцентрированный в определенном месте. Если вы когда-то будете в Мексике, то обязательно посетите парк развлечений Xences. Здесь кто-то сильно накосячил с кодом гравитации, и привычные для нее законы тут совсем не действуют. А это тот момент, когда при создании нашего мира кто-то по ошибке передал способность змеи этим камням, которые находятся в долине смерти в Калифорнии. На дне высохшего озера постоянно ползают камни различных размеров, оставляя за собой отчетливые полосы своего движения, но при этом никто и никогда не видел, как они это делают на самом деле. Во время очередной прогулки вдоль моря англичанину удалось сфотографировать корабль-призрак, и он тут же отправил эти снимки на BBC в надежде, что ему удалось заснять невероятные кадры. Но издание огорчило парня, сказав ему, что он наткнулся на обычный мираж, называемый погодной инверсией, когда над слоем холодного воздуха, лежащего над поверхностью воды, формируется более теплый слой, и из-за сильной разницы плотности этих слоев холодный воздух преломляет солнечные лучи и визуально поднимает объекты в воздух. Во время ДТП у этой машины, наверное, слетел программный код, и она зависла в таком положении. Но на самом деле ее отбросило так, что она умудрилась сбалансировать на заднем бампере. И если вам в это трудно поверить, то просто взгляните на этого парня, который ловит баланс между различными предметами. Пишите в комментариях, какие сбои в матрице случались в вашей жизни, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.